Да не простого мальчика, а принца мафии, сына и внука мафиозных боссов. По приказу таких же принцев, только постарше. Это видео о том, почему из Кодекса чести сицилийской мафии исчез закон о неприкосновенности женщин и детей, и как человек чести Маттео Мессина Денара согласился, что в интересах семьи похищение 12-летнего мальчишки. Похищение, которое было совершено 23 ноября 1993 года, однажды в Италии. О превращении Маттео Мессина Денара из шебутного юнца в босса провинции Трапани вы можете узнать из первого видео этой серии «Принц мафии. Крещение огнем». Ссылка внизу в описании. Напомню только, что в начале 90-х босс боссов Сальваторе Риина помимо основной работы поручает ему деликатную миссию – контроль за верностью членов клана и интересам семьи. Ведь времена наступили сложные, Макси-процесс, большой суд против сицилийской организованной преступности, идущий ни шатка ни валка, вот уже почти десятилетие вдруг начал набирать обороты. И все из-за этих кающихся, мафиози, которые пошли на сотрудничество со следствием и начали давать показания. Ну и еще потому, что появились вдруг судьи, которые стали эти показания слушать. В общем, чтобы удержать ситуацию под контролем, нужны радикальные меры. И осенью 1991 года Риина, которого за глаза называют Бельва, зверь, объявляет войну итальянскому государству. Основных целей две – напугать власти, чтобы вынудить их идти на уступки, и напугать своих, чтобы было неповадно каяться. Воевать, чтобы жить мирно. В начале 92-го по Макси-процессу выносят окончательное решение – 2665 лет тюрьмы на компанию из 441 разбойника. Остальным 19 пожизненно, включая Тото Риину. Ему, правда, заочно. Уже почти 30 лет, как он в бегах. 30 января оглашается приговор, а 24 февраля с ответным визитом в Рим отправляется команда бойцов Коза Ностры. Задача, правда, перед ними не очень внятная. Желательно убить, желательно взрывом, министра юстиции Клаудио Мартелли, или прокурора из команды антимафия Джованни Фальконе, или выступающего с громкими разоблачениями журналиста Маурицио Костанца, ну или какого другого журналиста, Микеле Сантора, Пепе Бауда, Энцо Бьяджи, мало ли в Италии журналистов. Тех, кто поднимает голос против мафии, правда, гораздо меньше, но тоже хватает. Ну а если останется тротил, можно убить кого-нибудь еще, главное, чтобы как можно больше шума. Тротила у ребят с собой много, аж 200 килограмм. Вот только обращаться с ним они непривычные, ни взрывателей, ни тех, кто умеет с ними работать, ни представления о том, откуда они возьмутся, у мафиозных спецназовцев нет. Но беспокоит их это не сильно. Во-первых, всегда с собой калаши и лупары, а во-вторых, для сложных вопросов у них есть руководитель операции Маттео Мессина Денаро, который все организует, потому что всегда все организовывает. Маттео в таких делах дока, еще до выезда он предупредил бойцов, чтобы оделись поэлегантнее, чем, кстати, немало их озадачил. Ведь дела, к которым они привыкли, требуют одежды не маркой. А лучше такой, чтоб не жалко и выкинуть, если не отстиралась, но раз надо, так надо. Все ж таки столица. И компания отправляется наряжаться в лучший универмаг Палермо. Потом журналисты назовут эту миссию римскими каникулами, и лучшего определения не подберешь. В вечном городе потенциальные подрывники отлично проводят время. В средствах они не стеснены, едят в дорогих ресторанах, гуляют в шикарных клубах и не забывают осматривать достопримечательности. Девушкам только улыбаются, дело прежде всего. Но сожалеют при этом об одном, что нельзя отправить телеграмму мамам. Очень хочется рассказать им в жизни не покидавшим родных деревень об огнях вечного города и о том, как им в нем хорошо. Они молоды, полны сил и безбашенны. Они мечтают завоевать столицу и вдохнуть новую жизнь в древние развалины. Им кажется, что они действительно могут это. Правда, выследить министра не получается. Да и насчет прокурора никакой ясности. Проще всего оказалось подобраться к Маурицио Костанца. Он каждый день без охраны ездит в одно и то же время одним и тем же маршрутом снимать свое шоу. Так что дело остается за малым – заложить-таки взрывчатку. В тот раз шоумена спасла осторожность Маттео. Дабы перестраховаться, прежде чем устраивать большой бум, он отправляет гонца к Рине за подтверждением приказа. И гонец весь в мыле привозит от шефа сообщение об отмене операции. Возможно, у босса боссов и впрямь были веские причины дать отбой, а может, он понял, что при такой подготовке она обречена на провал, кто знает. Но Рина не тот человек, чтобы его приказы обсуждать, и группа немедленно возвращается на Сицилию. К вопросу прокурора Фальконе, настоящего героя борьбы с мафией, Коза Ностра вернется уже в мае 92-го, и на этот раз это будет реальная спецоперация, а не прогулка. В дренажный туннель под скоростным шоссе было заложено 400 килограмм тротила.
В результате взрыва погибли сам судья, его жена и 3 полицейских сопровождения. А меньше чем через 2 месяца очередь дошла и до его друга и соратника Паула Борселлино. 19 июля 1992 года он и 5 агентов охраны были убиты взрывом начиненного тротилом автомобиля, припаркованного у дома его матери. Герой нашего рассказа Маттео Мессина Денаро участвовать в этих операциях уже не будет, только проголосует за их проведение. Правда, все же будет приговорен к пожизненному сроку как один из заказчиков этих терактов, но заочно и только в конце 2020 года, хотя показания о его роли были даны его коллегами еще в 90-х. О чем говорит такая стремительность правосудия, судите сами. А мы продолжим рассказ о том, как принц мафии зарабатывал клеймо «террорист». В сентябре 92-го, к примеру, они с компанией друзей немало повеселились, устроив охоту на не в меру любопытного комиссара полиции Каладжера Джермана. Следили ли они за ним или случайно заметили его машину на шоссе, а только оружие у них с собой было. Дивный сентябрьский день, живописная дорога вдоль моря и доставший мент во встречной панде, ну можно ли упустить такую возможность? Маттео, бывший за рулем, сигналит, его сосед палит из дробовика полицейскому в голову, но у того хорошая реакция, он успевает пригнуться. Потом выскакивает из машины и, отстреливаясь из стабильного пистолета, бежит к воде. На берегу полно отдыхающих, но это никого не смущает. Троица меняет дробовик на калашников, полицейский ныряет. Те продолжают стрелять, сначала одиночными, потом очередями, и автомат заедает. Этим компания решает ограничиться и уезжает с пляжа. Джузеппе Гравиано, второй участник охоты, потом будет дразнить того, что стрелял, Багареллу. Дескать, все дело в том, что старичок не умеет обращаться с современным оружием. Сам же Джермана считает, что эта судьба позволила ему вынырнуть. Случайные свидетели охоты предложили вызвать полицию, несостоявшаяся добыча ответила, что он сам тут полиция. То есть был. В течение буквально нескольких часов его вывозят с Сицилии, много лет вместе с семьей он скрывается по программе защиты свидетелей. А на месте перестрелки устанавливают мемориальную табличку. Конечно, с точки зрения Уголовного кодекса Италии, да и простого обывателя тоже, все это серьезные преступления. Но законам мафии эти шалости никак не противоречат. Правда, раньше люди чести делали свои дела по-тихому, без взрывчатки в общественных местах, но разве же в 90-е можно напугать государство разборками в узком семейном кругу? А ведь именно страха, всеобщего и парализующего, хочет добиться глава сицилийской мафии по прозвищу Зверь. К лету 92-го он становится зверем крайне подозрительным, враги и предатели мерещатся ему за каждым углом, и чтобы навлечь на себя гнев Бельвы, даже не обязательно возражать, ему достаточно просто не очень активно соглашаться. Его любимчик Маттео Мессина Денаро поддакивать умеет, а вот Винченцо Меладзе, босс района Алькама, не очень. То он мямлит что-то про плохие последствия политики террора самому Риине, то недостаточно осмотрительно выбирает тех, при ком можно произнести, да они совсем сбрендили. На самом деле о жестокости босса говорили абсолютно все, но обычно уже в камере под охраной. Меладзе тоже однажды там побывал и даже был приговорен к пожизненному сроку, но потом почему-то отпущен. Назад к дядюшке Тото, очень недовольному недостаточно стойким поведением племянника в камере. А тут еще кто-то нашептал Риине, что опальный подчиненный якобы радовался, когда думал, что босс мертв. Понимая, что происходит, Меладзе отчаянно пытался спастись. Даже вышел на контакт со спецслужбами, надеялся обменять сотрудничество на жизнь, предлагал свою помощь в прекращении кровопролитий, но оказалось, что тем агентам, с которыми его свели, нужно не прекратить теракты, а вывести их на новый уровень. Чтобы не только на Сицилии, а по всей Италии, и радикальными методами, вроде отравления водопроводов. Обещали помочь советам, организации, снабдить оружием посерьезнее, к примеру, бактериологическим. Намерения людей госбезопасности привели прожженного мафиози в такой ужас, что он предпочел вернуться в лоно семьи и хранить верность зверю, хоть и жестокому, но хотя бы понятному. О том, что Меладзе реально пытался перебежать на другую сторону, Коза Ностра тогда не узнала. Но Риине оказалось достаточно просто предполагать, что это возможно. На внеочередном совете комиссии провинции Меладзе решили устранить. По настоянию дядюшки Тото в воспитательных целях в казни должны были принимать участие все молодые боссы. В том числе наш принц Маттео Мессина Денаро и верный друг приговоренного, практически брат Нино Джая. Именно Джая выстрелит в затылок еще ничего не подозревающему Меладзе. Подарить другу быструю смерть и избавление от пыток – это все, на что он отважится, вопреки приказу Риины. Страх перед зверем, пожалуй, самое сильное чувство, которое испытывали члены клана Корлеоне в то время. Во всяком случае, оно было сильнее кодекса чести, правил, которым должны были следовать люди чести, то есть члены мафиозного клана. Согласно этим правилам, женщины и дети оставались вне мужских дел, и убивать их было нельзя.
Но никто не осмелился напомнить зверю об этом правиле, когда он приказал убить следом за Меладзе и его невесту. Никто не спросил, почему. Шеф сказал, слишком много знает. И молодые генералы послушно построились вокруг дома, куда привели убивать 23-летнюю Антонеллу Банома. Убивали, правда, другие, постарше и поопытнее. Для Лука Багарелла, Пепе Ферро, Джованни Бруско по кличке Сканно Кристиани, мясник христиан, на стреме у двери. Молодежь тихо стоит рядышком с домом, слушает крики несчастной жертвы, виноватой только в том, что знала в лицо друзей жениха. Потом, когда, несмотря на мольбы и обещания молчать, ее задушили, они помогли запихнуть тело в багажник. Однажды в бумагах одного из сицилийских боссов того времени полицейские найдут таки этот знаменитый кодекс чести. Ничего особенного. Приходить на встречи вовремя, уважать свою жену и не смотреть на чужих. Кстати, нельзя самому знакомиться с членами семьи. Обязательно нужно, чтобы тебя представили. Чуть ли не правило хорошего тона для порядочных юношей. Не дать не взять. Юности чистое зерцало. Правила о неприкосновенности женщин и детей там уже нет. А, возможно, никогда и не было. Просто людям, не имеющим отношения к мафиози, очень хотелось видеть в них благородных разбойников. А может, стокгольмский синдром и попытка самоуспокоения, ведь бежать из-под власти Коза Ностры людям в сущности некуда. После огненного лета 92-го наступает некоторое затишье. В январе 93-го арестован самый главный сицилийский мафиози Тото Риина. Говорят, его сдали свои же, уж очень был кровожаден. Может быть. Только крови меньше не стало. Наступило лето 93-го, и то, чего так испугался Меладзе, начало происходить. Паром, который ходил тогда между Сицилией и материком, назывался Харон. Он, видимо, и доставлял с острова на Большую Землю партии ужаса. 14 мая 93-го года в Риме таки подложили взрывчатку под Маурицио Костанцо. Взрывом разнесет полквартала, покорежит около 60 припаркованных у тротуара машин и снесет стену школы. Но ни журналист, ни другие люди, по счастью, не пострадают. Взрывное устройство сработает с опозданием. Маурицио Костанцо прожил долгую жизнь и умер 24 февраля 2023 года в возрасте 84 лет. Но так повезло не всем. 27 мая взрыв во Флоренции, рядом с галереей Уффици. Погибли 5 человек, в том числе 9-летние и 2-месячные девочки. Пострадали ценные художественные произведения. 27 июля взрыв в Милане возле галереи современного искусства. Погибли еще 5 человек. 28 июля сразу 2 взрыва в Риме у церквей Сан-Джованни-ин-Латерано и Сан-Джорджо-ин-Ветрано. Но все это не помогает. Риина по-прежнему в тюрьме. В отсутствие его железной руки в верхах Коза Ностры разброд и шатание, а ордеров на аресты все больше. Да еще и желающие сотрудничать с правосудием мафиози, кажется, скоро выстроятся в очереди у дверей полицейских участков. Ну а раз заповедь Кодекса чести никаких контактов с полицией не работает, на кодекс забивают. Группа товарищей собирается на совет в узком кругу. Присутствует принц Матео и 3 других потомственных мафиози – Джузеппе Гравиано, Джованни Бруско и Лука Багарелла. Последнего все зовут Дон Лукино, он постарше остальных и претендует на место босса боссов. Стратеги хотят устроить показательную порку кому-нибудь из предателей, дабы остановить уже заговоривших и напугать тех, кто собирается. Выбор падает на Санта-Марио ди Маттео, который уже дает показания по делу Фальконе, где замешаны все присутствующие, и вот-вот перейдет к убийству Борселлино. Собственно, после того, как в начале лета 93-го Сантино был арестован и заговорил, Матео Мессина Денаро и был вынужден удариться в бега. Ну, то есть не то чтобы в бега, просто поехал отдохнуть на Сардинию. Кстати, вместе с другим участником событий Джузеппе Гравиано. А куда они поехали оттуда, полиция потом выяснить не смогла. И хотя жить беглецы продолжают на широкую ногу, все же определенные неудобства нелегальное положение им создает, так что зуб на Ди Маттео у наших принцев серьезный. Его самого корлеонцы достать не могут, кающийся уже далеко от Сицилии под программой защиты свидетелей. Но зато его семья на месте. И вопреки всем мафиозным законам принимается решение похитить младшего сына, 12-летнего Джузеппе. Мальчишку не спасли ни мифический закон женщин и детей не трогать, не то что сицилийская мафия похищения вообще считает делом недостойным. Не спасло, что он всеобщий любимчик, друзья папы, среди которых был и Джузеппе Гравиано, даже подарили подающему надежды в конном спорте пацану дорогущую породистую лошадь. Не помогло, что Джованни Бруско, главный организатор и координатор похищения, был другом семьи, неделями скрывался в их доме и делал детям подарки. Последний на Рождество 92-го Нинтендо.
Говорят, правда, что именно Бруско настоял, чтобы ребенка не убили, а похитили, но... Знаете, я просто дорасскажу вам эту историю, а вы судите сами, что было бы лучше. Итак, 23 ноября 1993 года Джузеппе Ди Маттео выходит из манежа. У него только что закончились занятия так любимой им верховой ездой. К нему подходят полицейские и, о счастье, говорят, что повезут его повидаться с отцом. Мальчишка вне себя от радости сам прыгает в машину, но полицейские – это переодетые мафиози. «Он видел в нас ангелов», – скажет потом один из похитителей Гаспар Эспатуццо. А мы оказались волками. Когда Джузеппе наконец догадался, что происходит, было уже поздно. Плачущего его связали, натянули мешок на голову, затолкали в багажник и повезли прятать. Так начинаются долгие скитания маленького пленника. Его не обижают, если не считать того, что держат на цепи или связанным. Голодом не морят, хоть и кормят в основном холодной пиццей. Мужчины вообще не очень умеют заботиться о детях, а уж в ситуации, когда ни одна женщина о ребенке не знает. Условия так себе: сырые подвалы без туалетов, вонючие матрацы, грязь и отсутствие света и свежего воздуха. Хуже всего то, что сидит он, по сути, в одиночной камере. Его тюремщики, если и заходят к нему, то с закрытыми лицами, почти не разговаривают, и если не надо написать под диктовку записку дедушке и маме, то у мальчишки одно развлечение – рассматривать грязную стену. Похитители и сами оказались в замкнутом круге, они не были готовы к тому, что не произойдет вообще ничего. Ну, то есть не совсем ничего, неприятностей куча. Полиция перетряхивает округу, они все время боятся, что их накроют, и им приходится то и дело искать новое место, чтобы перепрятать мальчишку. Да и просто постоянно следить за ним – сущая обуза. Их дергают другие боссы, ругают, призывают одуматься. Вот только одуматься – это как? Они и сами рады бы спрыгнуть с темы, непонятно куда. Чтобы вернуть пацана, нужны причины, но отец мальчика не делает ни шагу назад. Передача записок и фотографий, давление через жену и дедушку, который ради обожаемого внука готов даже сдать сына, ничего не помогает. Тот продолжает давать показания. Позднее Сантино Ди Маттео объяснит. После похищения он решил, теперь расскажет действительно все. Потому что терять больше нечего. Живым из плена все равно никто не возвращается. А Джованни Бруско говорил, что до последнего надеялся, вот-вот неудобный свидетель даст им хоть какой-то повод отпустить пацана. Не зря же они сделали все, чтобы мальчик не видел их лиц. Но отец об этом не знает. В августе 95-го, получив информацию о том, где прячут сына, он предпринимает отчаянную попытку его спасти. На 36 часов он сбегает из-под охраны и отправляется с парой друзей на поиски. Он был совсем рядом, в какой-то сотне метров, но до тайника так и не добрался. Тогда же, наконец, закончились работы по оборудованию специального бункера, и Джузеппе перевезли туда. По сравнению с предыдущими дырами здесь не так уж плохо. Мальчишки даже приносят иногда спортивные журналы. Но он уже больше 20 месяцев не видит света и почти не двигается. Его содержание становится все больше обузой, никакой пользы от похищения по-прежнему нет. Мессина Денара требует, чтобы Джованни Бруско заканчивал с этим делом, и тот отдает приказ. 11 января 1996 года, через 779 дней плена, в подвал к мальчику спустились Энцо Бруско, брат Джованни Бруски, Джузеппе Монтичоло и Винченцо Кьодо. Бруско держал за руки, Монтичоло за ноги, Кьодо затянул шнур на горле. Из показаний Винченцо Кьодо. Монтичоло сказал ребенку: «Извини, твой папа вел себя как рогоносец». Ребенок ничего не понял, потому что он этого не ожидал. А потом ребенка не было. Я имею в виду, у него не было реакции ребенка, он казался мягким. Скажем так, ребенок был очень мягкий, он был нежный, он был как будто сделан из масла. Я думаю, что ребенок ничего не понял, что умирает. Он только сделал внезапный рывок, всего один, медленный, и больше не двигался, только глаза. Он обделался, не знаю, это естественный факт, или он все же успел испугаться. Потом мы раздели его, залили кислоту в бочонок, положили туда ребенка и ушли наверх. Позже я спустился туда посмотреть, и от ребенка там был только кусок ноги и часть спины. Я знаю это, потому что я пытался перемешать. Но это было одно мгновение, и я сразу вышел, потому что там воняло кислотой. Потом мы все пошли спать. Когда очередь давать показания по убийству дошла до Энцо Бруски, видавший виды судья, который должен был услышать ее уже в 4-й раз, не выдержал и, пренебрегши профессиональным долгом, попросил избавить его от подробностей.
На месте смерти ребенка открыт мемориал. И все же маленький Джузеппе Ди Маттео, слабый мальчишка, мягкий как масло, победил мафию. И дело не только в том, что люди увидели истинную цену людям чести. После преступления, которое должно было бы заставить людей молчать, дающих показания против мафии кающихся стало только больше. Покаялись и сотрудничали с правосудием похититель Гаспар Спатуццо, все трое исполнителей убийства и отдавший приказ Джованни Бруско. По наводкам бывших мафиози были арестованы Лео Лука Багарелло и Джузеппе Гравиано. А вот Маттео Мессина Денаро... После убийства мальчика Бруско сказал ему в сердцах, что тут хоть сам рукой не запачкал, но теперь такой же монстр, как и остальные. Принц мафии ответил долгим взглядом и грязным ругательством. Загадку о том, кто же такой Мессина Денаро-младший на самом деле, мы попробуем разгадать в следующем видео. А заодно, как принцу мафии удавалось скрываться почти 30 лет, и почему его все же арестовали. Арестовали 16 февраля 2023 года. Однажды в Италии.